Привет, друзья! Вот такие мадлен получились у меня. Очень вкусные, но без нужного горбика. Он также важен, как юбочка у макаронов. Делюсь рецептом, разбираю свои ошибки во время приготовления. В миске соедините яйца и сахарную пудру. Моя первая ошибка. Я использовала яйца из холодильника, а нужно комнатной температуры. Моя вторая ошибка. Я использовала водяную баню. Правильный будет немного смешать венчиком для объединения ингредиентов и важно без пены. Моя третья ошибка. Я использовала миксер и взбила как на бисквит. Просейте пшеничную, миндальную муку, соль. Моя четвертая ошибка. Я не добавила разрыхлитель. Смешайте лопаткой, влейте растопленное и остывшее масло. Добавьте ваниль, перемешайте. Моя пятая ошибка. Я плохо остудила масло. Оно должно быть комнатной температуры. Переложите тесто в кондитерский мешок. Завяжите и уберите в холодильник на 2 часа минимум, можно на ночь. Это поможет создать красивый горбик при выпекании. Приготовим шоколадный ганаш. Нарежьте шоколад мелкими кусочками или стружкой. Сливки доведите до кипения и влейте в шоколад. Дайте постоять 1 минуту, перемешайте до гладкости. Остудите, накройте пленкой и в холодильник на 2-3 часа. Перед использованием взбейте миксером до кремовой текстуры. Важно не перевзбить. Можно не ставить ганаш в холодильник и использовать сразу. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму сливочным маслом и наполните тестом на 3/4 объема. Можно поставить форму с тестом в морозилку на 10-15 минут. Выпекайте 5 минут при 200 градусах, убавьте температуру до 170 и пеките еще 5-7 минут до легкой золотистости по краям. У меня сырые фисташки, я немного их поджарила и порублю ножом в крошку. Готовый мадлен остудите в форме 2-3 минуты, затем аккуратно выньте на решетку и дайте полностью остыть. Следующий этап – обмакните печенье в ганаш, а затем в фисташки. Фисташки можно заменить на любые другие орехи или использовать свой вариант для украшения. Мне хотелось много начинки, но рекомендую использовать меньше орехов, они перетягивают вкус на себя, отвлекают внимание от мадлен. Друзья, это очень вкусно! Обязательно попробуйте, не допускайте моих ошибок. Желаю вам удачных экспериментов на кухне. Благодарю за просмотр!